привет из самого южного города северного острова Новой Зеландии. Добро пожаловать в фактическую и культурную столицу страны. Творческий, живой и уютный Веллингтон. Пожалуй, среди всех прочих мест Новой Зеландии, по ощущениям, именно Веллингтону больше всего подходит название город. Здесь проживает чуть более 400 тысяч человек, и это второй по численности город в стране. Больше людей живет только в Окленде. В Веллингтоне сосредоточен практически весь административный и деловой ресурс Новой Зеландии. При этом атмосфера пропитана особенным настроением. Даже здание парламента выглядит необычно. Его называют Пчелиный улей, потому что именно его он напоминает по форме. И здесь принимаются все важнейшие решения для страны. Большинство головных офисов крупных финансовых компаний, банков и хай-тек организаций находятся именно в Веллингтоне. Так как работа в подобных компаниях подразумевает приличные заработки, именно жители столицы могут похвастаться самой высокой средней зарплатой. При этом стоимость жилья здесь выгодно отличается от Окленда, что делает Веллингтон одним из самых экономически выгодных мест не только в Новой Зеландии, но и во всем австралийско-тихоокеанском регионе. Средняя стоимость дома в Веллингтоне составляет 610 тысяч новозеландских долларов, медианная зарплата 50 тысяч новозеландских долларов, а средняя 80 тысяч новозеландских долларов в год. Хорошие зарплаты, пока еще доступная стоимость жилья и карьерные перспективы позволяют Веллингтону занимать лидирующие позиции в топе городов мира с наивысшим качеством жизни. А журнал Lonely Planet назвал город The Coolest Little Capital in the World – самая классная маленькая столица в мире. И с этим сложно не согласиться. Помимо людей, строящих карьеру в политике, финансах или компьютерных технологиях, Веллингтон богатый творческими персонами. К примеру, именно тут создает свои шедевры Питер Джексон, превращая нашу маленькую столицу в один из главных центров кинематографа в мире. Тут поселился Джеймс Кэмерон, снимавший «Аватара» именно в Веллингтоне, а без эффектов, созданных на студии Weta Digital, не обходится уже почти ни один голливудский блокбастер. В это же время Weta Studio придумывает, рисует и создает персонажей для огромного количества ведущих режиссеров со всего мира. Являясь еще и культурной столицей, город готовит, выращивает и принимает музыкантов, художников, танцоров и актеров в свои объятия. Тут проходят многие фестивали, концерты, премьеры шоу фильмов, театральные постановки. Спорт также является важной частью города. Здесь есть профессиональные команды по регби, крикету и многим другим видам спорта. Кроме того, здесь базируется профессиональный футбольный клуб Wellington Phoenix, выступающий в австралийской лиге и представляющий там по сути всю Новую Зеландию. Отдельная гордость Веллингтона – это его библиотеки и музеи.
Самый крупный из них расположен в центре, он носит название Типапа. Это многоэтажный комплекс со множеством экспозиций и совершенно бесплатным посещением. Жители и гости города могут наблюдать исторические, природные и культурные инсталляции, некоторые из которых не имеют себе равных в мире. К примеру, на момент наших съемок была доступна историческая экспозиция в память об участии новозеландцев в Первой мировой войне. Невероятной реалистичности 4-метровые экспонаты, созданные по заказу музея в Вета-студии. Творческой молодежи города всегда есть чем заняться в свободное время. Позади меня находится Куба-стрит, одна из основных улиц для пеших прогулок, шопинга и веселого времяпрепровождения. Барная и ресторанная жизнь Веллингтона представлена в изобилии. Много заведений совершенно разного стиля для разного контингента, настроения и просто на любой вкус и цвет. Кроме всего прочего, веллингтонцы считают, что именно их город является кулинарной столицей страны. С этим сложно поспорить. Покушать вкусно и интересно здесь можно в очень многих местах. Для людей более спокойных и семейных здесь тоже найдется место по душе. Кроме множества маленьких и очень уютных парков, провести время приятное в гармонии с самим собой можно в городском ботаническом саду, распростертым на 25 гектарах ухоженной земли. Среди семей и туристов популярностью пользуется местный зоопарк, в котором животные живут в хороших условиях, специально проработанных для каждого из видов. Таким образом, они выглядят не замученными, а вполне счастливыми. Туристы также любят Веллингтон за обилие разнообразных развлечений. Здесь есть исторические здания, церкви, библиотеки и в целом интересная архитектура, так что есть ощущение живого и интересного города. Для любителей более активного отдыха и походов существует множество интересных треков, показывающих изобилие красок и красоту природы Новой Зеландии. А фанатов кинематографа вводят в специальные кинотуры, во время которых желающие могут посетить места съемок любимых знаменитых фильмов. Кроме того, из Веллингтона многие отправляются на Южный остров на пароме, что само по себе является 4-часовым приключением и интересной поездкой, особенно на подходе в заливы по ту сторону города. Также между Оклендом и Веллингтоном ходит комфортабельный поезд с большими панорамными окнами и даже открытым вагоном. 10-часовая поездка носит скорее туристический и развлекательный характер, нежели является транспортом, ведь по пути пассажиры видят красоту Северного острова своими глазами.
городе есть несколько очень крупных и качественных учебных заведений, предлагающих не только высококлассное образование, но и настоящую студенческую атмосферу, развитие и творчество. За моей спиной находится университет Виктории, один из ведущих вузов страны, обучающий по сотне различных направлений. Кроме этого, в Веллингтоне расположен кампус Massey University, ориентирующийся на творческие направления. И это поистине развивающее место, здесь хочется творить и созидать. Государственные институты Вилтек и Фитерия с их основными кампусами в пригородах Веллингтона предлагают качественное, прикладное и очень практическое обучение по техническим, творческим, точным и гуманитарным наукам. Есть в городе и узкоспециализированные курсы и заведения по кинематографии, танцам, дизайну и кулинарии. Конечно, для тех, кому необходимо подтянуть свой английский, есть прекрасные школы высшей категории, вроде Campbell и NZLC. Пожалуй, основным недостатком Веллингтона можно считать его климат. Это самый ветреный город Новой Зеландии с относительно невысокими средними температурами, если сравнивать с остальным северным островом Новой Зеландии. Впрочем, такой климат не мешает местным жителям находить время на пляже, серфинг и другие водные виды развлечений и спорта. Кроме того, Веллингтон находится в сейсмоопасной зоне, что означает возможность возникновения землетрясений. После самого сильного землетрясения в 1855 году городские власти приняли новые правила строительства, и с тех пор все здания строятся с учетом данного факта. А после землетрясений, которые произошли в другом городе, Крайстчерче, в 2010 и в 2011 годах, Веллингтон перешел на новую систему строительства домов, устойчивых к потрясениям. Так что за все время наблюдений значительных жертв среди местного населения город не нес никогда. И по сей день теме землетрясения уделяется большое внимание при строительстве любых объектов города. А на сладкое мы оставили для вас интересное место, которое находится в часе езды от города. Это автомобильный музей поистине мирового масштаба. 6000 квадратных метров, более 400 экспонатов, представленных с 19 века и по наши дни. Предлагаем вам вместе с нами насладиться этими произведениями инженерного искусства. Ну а с вами была Наталья. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!